Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня приготовим очень простое мороженое банановое эскимо. Рецепт давно известный и не авторский, но, возможно, кому-то окажется полезным. Все-таки получается вкусно, просто, освежающе, а если ограничиться одной-двумя порциями, то и без последствий для фигуры. Сначала подготовим бананы. Я делю каждый на 3 части, так выйдут порции поменьше и их удобнее будет окунать в шоколад. В каждый кусок банана втыкаю палочки для эскимо. Чтобы бананы не прилипли к поверхности, досточку обернула пакетом. И сверху выкладываю все заготовки из бананов. Запечатываю пищевой пленкой и отправляю в морозильную камеру минимум часа на 3, а лучше на ночь. Когда бананы заморозились, смахиваю с них кристаллики льда. В принципе, кому шоколадом чересчур жирно и сладко, можно уже остановиться на этом этапе. Я покажу вариант максимум с шоколадным покрытием. Пока буду готовить ингредиенты для посыпки и растапливать шоколад, снова уберу бананы в морозильную камеру. Сразу же подготовьте себе место, куда будете складывать покрытые шоколадом бананы. И любую посыпку по желанию и по вкусу. Я для посыпки перемолола фундук, и еще у меня есть вот такая сублимированная ягода. Теперь приступаем к растапливанию шоколада. Для того, чтобы шоколад получился более текучим, а покрытие более тонким, добавлю к шоколаду какао-масло. Оно у меня вот в таких каплях. Какао-масло легко можно заменить подсолнечным или кокосовым маслом. Из расчета 10-30 грамм на 200 грамм шоколада. Я добавляю какао-масло сразу же, вы можете уже после того, как растопите шоколад. Тогда будет легче определить, сколько масла необходимо именно с вашим шоколадом, может оно вам вообще не понадобится. Шоколад топим на плите, в водяной бане, либо импульсами по 10-15 секунд в микроволновой печи. Мне удобнее всего топить шоколад в микроволновке. В любом случае старайтесь нагревать шоколад плавно, постоянно мешайте и не перегревайте шоколад свыше 45 градусов Цельсия. При достижении этой температуры он начинает расслаиваться, терять вкус и аромат. Еще следите за тем, чтобы к шоколаду в процессе топления не попала даже капля воды. В итоге шоколад получился вот такой текучести. Шоколад удобно было топить в миске. Для удобства окунания бананов перелила весь шоколад в высокий и узкий стакан. Остатки шоколада по краям миски удобнее всего собирать силиконовой лопаткой. У кого нет, рекомендую приобрести. Очень полезная на кухне вещь. Если в помещении холодно, шоколад может быстро густеть. Чтобы при любой температуре окружающей среды никуда не торопиться и снова не нагревать шоколад, помещаю стакан в емкость с практически горячей водой. Окунаем каждый банан в глазурь. Даем шоколаду стечь. На холодных изделиях он очень быстро застывает, буквально за 10-30 секунд. При желании, пока шоколад не застыл, быстренько посыпаем заранее подготовленной посыпкой. Затем, когда глазурь застыла, перекладываю эскимо на поверхность. Также поступаем со всеми заготовками из бананов. Получается вот такая красота. Готовое эскимо храните в морозильной камере в герметичном контейнере и доставайте по мере необходимости за 10-15 минут до употребления. Спасибо за просмотр. На этом у меня сегодня все. Желаю всем мира, здоровья и добра. До новых вкусных рецептов!